Всем здравствуйте! На нашем канале сейчас выходит меньше роликов, так как я вышла на работу, все знаете ситуацию на YouTube, но все равно продолжаю вязать. Значит, те, кто давно на канале, они знают, если я вяжу шапку или горловину, то я обязательно использую фабричный набор. Года 3-4 назад появился новый вид набора, его начали называть фабричный без дополнительной нити. Когда-то я его 3-4 года назад попробовала, он мне жутко не понравился. Записывать я его не стала, показывать для вас я его не стала. Захожу, значит, на YouTube в этом году и увидела, что у всех практически он на канале, и все его, значит, показывают и называют, что без дополнительной нити фабричный набор. Предлагаю разобраться. К своему несчастью, я уже шапку отвязала. Здесь у меня есть, но благо мне здесь спасло то, что небольшой участок здесь резинки с этим набором. И дальше пошла лицевая гладь. Здесь он как бы сгладил все это дело. Сейчас мы поговорим о нем. На варежках я попробовала. Ну, тоже более-менее. Сейчас недостатки его будем разбирать. Как бы к варежкам, ну, более-менее подошло. Мне было что-то лениво. Здесь маленькое количество петель. Точнее, не то чтобы лениво, а было неудобно набирать фабричным набором. Давайте покажу еще носки. Носки выглядят вот так, с таким набором. Он еще и фалдит. Так как здесь пряжа очень сильно пружинистая, я не помню, какая это пряжа, могу сейчас ошибиться. По-моему, Vita Brilliant. Да, Vita Brilliant, секционка и однотонная. Я вязала себе носки, и вот такой вот результат я получила. Распускать не стала, потому что пока провязываешь какой-то участок, вообще этого не видно. Это видно потом, это уже потом всплывает все. Ну и в принципе моя нога туда пролезает, я вязала для себя, поэтому, ну, оставила как есть. Пусть фалдит, как будто так задумано. Ну, это носки, их как бы не видно. Ладно, бог с ними. Давайте поговорим об этом наборе. Я сейчас покажу, как он провязывается. Это все действительно очень легко. Поговорим о его недостатках. Первое, смотрите, вот начало кругового ряда. Да, мы вяжем вроде как по кругу, но на самом деле по спирали, да. И вот смотрите, переход от одного ряда кругового к другому нам дает вот такую ступеньку. Ладно, это полбеды. Здесь можно вот эти хвостики завуалировать туда-назад и немножечко как бы снивелировать, сгладить вот эту вот ступеньку. Ладно, это не проблема. Вторая и самая основная проблема, он абсолютно не эластичен. Смотрите, тяну резинку, резинка растягивается, край абсолютно не тянется. То есть, если я растягиваю резинку, край остается не растянутым. Мало того, что он не эластичный, он просто деревянный. Сейчас вы позже поймете и вспомните, если кто-то набирал этим набором, там идет перекрут лицевой петли, и поэтому он вот на ощупь просто деревянный. На голове, если это подгиб, допустим, у нас, вот этот вот край будет тоже чувствоваться. На одной шапке я уже это поняла, прочувствовала. Да, и с этим методом, вот с таким способом, уже нельзя перейти на резинку 2 на 2. То есть, если при классическом фабричном наборе мы можем перейти от резинки 1 на 1 при наборе, перейти на 2 на 2, то вот в этом варианте мы уже не переходим. Если вы сделаете это на горловину, и, например, горловина у вас близко к шее, да, то есть вы рассчитали количество петель, которые вам годится, подходит для того, чтобы голова пролезла, но вот в этом месте, где край, который не эластичный, она не просто голова не пройдет. Поэтому вы рискуете распустить это изделие. Давайте покажу, что такое фабричный набор. Вот чем он вообще как бы характеризуется. Если возьмете трикотажное изделие, любое покупное, да, то вы увидите вот такую растянутую лицевую петлю, такую расплющенную, не растянутую, расплющенную скорее. Ну, а потом она проходит, идет уже нормально, да, все петельчики. С одной стороны одинаково, с другой стороны одинаково. И он эластичный, естественно. Ну, прям фабричный набор, его не отличишь, как трикотажные изделия покупные. Здесь я вот внешне вот вообще нигде ничего не нашла. Зигзагообразный. Я вообще, честно говоря, не понимаю, кто его и зачем придумал. Для чего он, в принципе, годится. Как по мне, я попробовала повязать варежки с ним, шапку. Варежки. Тоже здесь вроде как небольшой участок. И плюс варежку я делаю все-таки с припуском, чтобы рука туда не со скрипом входила, да, а чтобы, потому что мы все-таки рассчитываем на самую широкую часть. Поэтому вот это место, оно здесь свободно, как бы здесь подошло. И то я больше так делать не буду. Здесь как бы не стала уже переделывать. Вот то, что он грубенький,
Да, есть такой. Подумала, ну пускай будет, вроде как бы в мягкой пряже не портит. Ну вот на варежках попробовала. На носке я вам показала, да, это вообще тихий ужас. Ну, опять-таки говорю, вроде как для себя, то ладно. В общем, я не знаю, нету этому применения. Блогеры, которые записывали такого плана ролики, они, вот как начинающим к этому относиться? Если я начинающий, да, я попробовала такой набор, а это, допустим, мне кажется сложным, я к этому никогда не вернусь. Я никогда не увижу в своих руках, получается, настоящего, красивого, фабричного набора. Изделия, которые не стыдно подарить, предложить в продажу там. Ну, как-то, если это какая-то там мериносовая пряжа. Но пушистик я опускаю этот вопрос. Можно крестообразным набором набрать, можно обычным, самым обыкновенным бот-набором набрать, и то будет даже более аккуратно. Он эластичный, все тянется, все хорошо. Шапка будет с комфортом носиться. Даже самый простой, и то лучше. И представьте, вот кто-то думает, попробовав его, не знав вот этого набора, кто-то подумает, что это реально фабричный набор, который ни внешне, никак не похож. В общем, я для себя решила, что я никогда больше им не буду вязать. Попробовала на том, на сём, на пятом, на десятом, больше не буду вязать. Теперь давайте поговорим о наборах, которые у нас есть, и, собственно, я потом покажу вам, как вот это делается, да. Может быть, кому-то куда-то сгодится, может быть, наоборот, кому-то нужен стянутый край. Вот если только для таких вещей. Пока я не могу даже в голове предположить, мне, во всяком случае, такой надобности у меня никогда не было. Теперь поговорим о наборах, которые у нас на канале есть. Они два. Внешне они абсолютно одинаковые. Такая же расплющенная петелька, как видите, вот она. Вот она расплющена с одной стороны и с другой стороны. Но выполняются они по-разному. Это я уже показывала. Выглядит внешне вообще одинаково. Этот набор более поздний, и там есть такой недостаток, сразу вам расскажу. Там понадобится самая маленькая коротенькая лесочка для того, чтобы контролировать, чтобы не перекручивался наборный край. Вот для толстой пряжи нормально, но даже начинающим при толстой пряже, мне кажется, вот этот набор будет удобнее осваивать. Здесь плюс какой с этим набором. Здесь мы ниточку расходуем прям сразу от клубка при наборе. При другом наборе фабричном, который более легкий для начинающих, повторюсь, здесь недостаток то, что выполняется сам набор легче, но здесь вот такой кусок нити, примерно около метра, мы выбрасываем. То есть мне придется его обрезать и выкинуть. Я вам оставлю вот здесь подсказка, посмотрите одно и другое видео. Вот на фабричный вот этот набор, он у меня есть в двух вариантах, где горловину я показывала, там более качественное видео, там на пушистой пряже, на махере я показывала, каждую петлю очень хорошо видно, очень все четко, поэтому оставлю ссылку и на вот эту, на этот вид набора, как я считаю, для начинающих, вот на этот, который, ну, на мой взгляд, подходит больше опытным, наверное, вязальщицам. Хотя мне вот и один, и другой родной, я не знаю. Я вот шапку мужа вязала вот так, да, а там шапку подруги вяжу вот так вот. Ну, чередую как-то. Либо крестообразное. Также на него ссылку оставлю. У нас есть отдельное видео о крестообразном наборе. А также есть на толстой хлопковой пряже. Там именно окончание ряда, когда мы входим в круг, там очень четко показано, чтобы была непрерывная косичка вот этой вот цепочки. Она выглядит как колечки, как цепочки. Вот именно на это видео я тогда оставлю ссылку. Не думайте, что я ошиблась, оставив ссылку. Там именно вот этот набор просто будет более четкий, более правильный, чем отдельное видео. А сейчас я вам покажу, как выполняется вот этот ужасный, непонятно на что край. Пусть и у нас будет на канале. Набрали мы петли, развернулись, перед нами изнаночная сторона. Провязываю резинкой 1 на 1. Что касается кругового вязания, значит, точно так же набрали петли, соединили вязание в круг и провязываем резинкой 1 на 1. В поворотном вязании, когда мы набрали первый ряд, когда мы набрали петли, мы разворачиваемся, и перед нами изнаночная сторона. Мы провязали. Теперь разворачиваюсь. Вот это у нас лицевая сторона. Косичка говорит об этом, да, что это лицевая сторона, а здесь изнаночная сторона. Значит, при круговом, при поворотном вязании, без разницы, мы один ряд провязываем резинкой. Начиная со второго ряда, при поворотном вязании, также при круговом.
только во втором ряду мы будем делать, в одном и в другом варианте, да, мы будем делать некие манипуляции с лицевой петлей. Первую я снимаю, передо мной лицевая петля. И здесь, кстати, неважно, бабушкиными вы вяжете или классическими петлями. Заводим спицу за вязание правую, снимаем с левой спицы петельку и выворачиваем ее к себе. Накидываем на левую спицу и провязываем. Вот за счет вот этого перекрута получается жесткая, очень жесткий край. Изнаночную мы провязываем, здесь тоже не важно, бабушкина на вас или классическая. Снова заводим петлю, спицу под вязание, снимаем лицевую петлю с левой спицы, выворачиваем к себе, накинули на левую и провязали. Изнаночную провязываем. У кого бабушкины, то у вас петля встанет левой стенкой ближе к вам. Не имеет значения, провязываем ее просто за заднюю стенку, да? Давайте еще раз. У кого бабушкина петля, она стоит вот так, левой стенкой ближе. Точно так же сняли петлю за работы и вывернули к себе. И просто за заднюю стенку провязываете. Вот он весь набор. Да, действительно легко. Да, действительно, как бы никаких навыков-то особых и не надо. Фабричный набор настоящий, нормальный, хороший, он выполняется, конечно, сложнее. Но я настолько к нему привыкла, что... Ну и плюс эффект такой, что здесь нет никакого фабричного края. Ну, абсолютно он не похож на фабричный край. Поэтому, конечно же, я буду распускать начатую шапку и перевязывать. Мне вот эта ни ступенька не нравится, ни край жесткий. Вот руками трогаешь, это просто какой-то колом стоит пряжа. И еще раз продемонстрирую вам настоящий хороший фабричный набор. С двух сторон он выглядит одинаково.